Уже 30 лет морские аквадиджо, построенные вокруг цитрусов и древесины, пользуются спросом по всему миру. Выпущенный в 2020 году Профанда продолжил ключевую идею, но именно акватические ноты в нем стали ключевыми на всем пути развития аромата. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы разберем, какие именно компоненты формируют океаническую минеральную свежесть Профанда, а также общий профиль группы Аквадиджо. Верхние ноты – это лунный свет, падающий на поверхность Средиземного моря. Это яркие цитрусы и ароматная свежесть, призванные произвести впечатление. Основой является значительная доза эфирного масла бергамота – от 5 до 10% от всей формулы. Это не просто мимолетная верхняя нота, это структурный компонент, который придает игристый, сияющий цитрусовый характер. Наверняка бергамот дополнен эфирными маслами других цитрусов – апельсина, лимона, мандарина, но уже в разы меньших количествах. За почти металлическую свежесть отвечает, вероятно, дигидромирцинол. Здесь его концентрация составляет около 5%, что обеспечивает чистую, резкую свежесть, характерную для лосьона после бритья. Конечно, эти мощные компоненты необходимо аккуратно согласовать. В данном случае это достигается за счет использования этиллинолоола и линолилацетата, которые сами по себе уже пахнут свежестью, бергамотом и лавандой. Здесь их суммарная доля составляет около 10% от всей формулы. После того, как улетучиваются верхние яркие ноты, проявляется водная сущность Аквадиджо Профанда, которую раскрывают средние ноты. Именно здесь происходит погружение в прохладную соленую воду. Изысканный морской аккорд сформирован целым рядом молекул. Классический колон, вероятно, присутствует, но на вторых ролях, не больше 1%. Колон известен своим характерным прибрежным и арбузным звучанием, которое определяло водные ароматы 90-х, но Профанда более современный и минеральный. Такого эффекта можно добиться с помощью разных молекул. Гелиональ или акваналь мог бы придать свежий росистый дынный оттенок, а флоралазон или бургиональ был бы хорошим выбором для усиления озонового эффекта соленого воздуха. Такой акватический аккорд занимает около 5% Профанда. И это подводит нас к тому, что является структурным ядром всей композиции. Мощный, сияющий эффект создан значительной долей гидиона – от 15 до 20%. Он присутствует не для того, чтобы пахнуть жасмином. Вместо этого он функционирует как рассеивающий механизм. Он создает объем и проекцию, благодаря чему весь аромат раскрывается на коже. Чтобы придать этому водянистому воздушному ядру завершенность, мастер-парфюмер Альберто Марильяс, вероятно, добавил в композицию терпкие ароматические травы. Это могут быть как отдельные молекулы, альфа и бета-пинен, лимонен, эвкалиптол, так и эфирные масла розмарина, можжевельника или даже хвойных деревьев. Нужно отметить, что хотя их суммарный вклад измеряется несколькими процентами, этого достаточно для создания ароматической сложности и смолистых оттенков кипариса и сосны. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Для придания глубины свежему аромату Профанда необходима серьезная опора. Здесь базовые ноты – это своего рода темное каменистое морское дно. Основой является изоесупер, составляющий 10-15% всей формулы. Он обеспечивает бархатистое, рассеянное сияние, которое придает композиции выразительность и ощущение вашей кожи, но лучше. Изоесупер дополнен другими чистыми древесно-янтарными компонентами. Это могут быть амберкор, кедр-амбер, вертофикс и им подобные. Суммарно это еще от 1 до 5%. Разумеется, наравне с древесными в данном аромате используется гораздо более морской амброксан и его аналоги, также до 5% в концентрате. Для сглаживания базовых компонентов применяются различные синтетические мускусы. Это могут быть гильветолит, романдолит, амбретолит или похожие на них, суммарно до 10% от всей формулы. Учитывая, что вещества, из которых сложены базовые ноты, занимают до четверти всей формулы, любопытно, что в отзывах на фрагрантике мнения о стойкости Профанда заметно отличаются. В одних утверждается, что аромат исчезает через 3 часа, а в других, что он держится весь день. Одним из объяснений воспринимаемой слабой стойкости является обонятельная усталость.
Ее могут вызывать, например, суперянтарные молекулы, такие как нарлимбанол или амброксан. Чтобы избежать перегрузки, мозг начинает отфильтровывать сигналы об этих мощных летучих веществах. В результате кажется, что аромат исчез, но окружающие по-прежнему прекрасно его чувствуют. Итак, Aqua di Gio Profunda можно сравнить с ночным погружением в Средиземноморской бухте. Бергамот и мандарин – это яркий лунный свет, сияющий на водной глади. Колонны и гелиональ – это прохладная соленая вода, а Иза и Супер и Амброксан представляют собой темное каменистое дно. Стоит отметить, что снятый с производства Aqua di Gio Profumo отличается от Profunda хотя бы тем, что Profunda не содержит ладана. Если глубина Профума черпается из дымного церковного сумрака, то глубина Profunda – это погружение в темноту океана, а не прогулка по дымному вулканическому берегу. Это не недостаток, это преднамеренная смена направления. А в следующем видео мы разберем еще более популярный Зержов Naxos.